кровопролитной войны из-за предательства генерала, которому он доверял, и черной магии, которую использовали враги, принц Арсалан теряет все. Без армии и отца молодой принц в одиночестве скитается по своему королевству, имея в союзниках лишь нескольких верных друзей. Но увидев страдания своего народа, он решает спасти свою страну и собирает армию, чтобы вести войну с врагами. С самого детства родители не обращали на него внимания, считая его никчемным, неспособным даже правильно держать меч. В отличие от своего отца, короля воинов Парса, Андры, который всегда сражался с врагами на передовой, его мать, королева Тахами, была занята управлением столицей. Вместо того, чтобы учиться быть хорошим принцем, этот маленький негодяй убегал из дворца, чтобы поговорить с пленными и узнать о внешнем мире. Однажды он услышал шум и увидел, что один из пленников захватил в заложники мальчика. Пленник оглушил охранника и велел Арсалану держаться подальше, но тот вызвался стать его заложником. Вскоре мальчик потащил Арсалана по городу, а растерянные солдаты последовали за ними. Арсалан был глуп как пробка, поэтому он послушно шел за похитителем и даже спас его от падения с высоты. После этого они подошли к городским стенам, где мальчик начал возмущаться, что королевство разрешает работорговлю. Он заявил, что жители Лузитании поклоняются богу по имени Линкольн, который провозгласил, что все люди равны. И их долг – бороться с этими неудачниками, которые не верят в Линкольна и рабов Кефа. Арсалан чувствует ненависть в его словах, понимая, что это может привести к кровопролитной войне, и пока он размышляет об этом, солдаты окружают их. И мальчик решает перепрыгнуть через стену вместе с Арсаланом. Они падают в реку, и в этот момент туда прибывает генерал по имени Дарион и целится в лузитанского мальчика, который пытается сбежать верхом на лошади. Арсалан кричит, чтобы он остановился, и Дарион промахивается. Он сердито спрашивает Арсалана, почему тот его остановил, но Арсалан не может ему ничего объяснить. Они возвращаются назад, и Арсалан, у которого в голове только что были мысли о словах мальчика, думает о том, кто будет вытирать ему задницу каждое утро, если они перестанут держать рабов. 3 года спустя армия Лузитании нападает на их королевство, и поскольку Арсалану уже исполнилось 14 лет, он должен отправиться на поле боя, чтобы доказать, что он уже взрослый мужчина, и генерал Карлин, который старше его, будет его сопровождать. В этот момент к нему подлетает его любимый орел, и Арсалан замечает, что перья у птицы мокрые, хотя погода стоит сухая, как в моем ДМ. Карлин решает разведать местность впереди. Как оказалось, впереди их ждет густой неестественный туман, который сильно ухудшает видимость. Но верховный генерал Варис говорит принцу, что недостаточно просто спасти их врагов от полного разгрома. В этот момент из лагеря короля возвращается солдат и сообщает Варесу, что его племянник, генерал Дарион, разозлил короля Андру, предложив отступить. В лагере короля Дарион пытается убедить Андру в том, что армия Лузитании устроила им ловушку, потому что они должны знать, что не смогут победить армию Парса в честном бою. Он считает, что если они пойдут в наступление в тумане, то попадут прямо в ловушку, расставленную врагом. Но Андреас говорит, что скорее отрежет себе яйца, чем отступит от поля боя. Он наказывает Дариана, лишая его звания генерала, и в этот момент туда прибывают Арсалан и Варас. Эндрю позволяет Дариану остаться в армии простым солдатом, когда Варас извиняется за него, а затем говорит Арсалану, что тот нужен здесь. Арсалан немедленно отправляется в свой батальон, а Дариан жалуется, что король должен быть добрее к своему единственному сыну. Немного подумав, Варс просит его поклясться в верности Арсалану лично, потому что молодому принцу это пригодится в будущем. Вскоре после этого начинается битва, и Андре отдает приказ наступать. Нервничающий Арсалан следует его примеру и приказывает своим людям атаковать. Но солдаты Парджи попадают в огромную яму, наполненную горючим маслом. Вражеские солдаты стреляют в них огненными стрелами, и Арслан в ужасе наблюдает, как его солдаты поджариваются. Оставшиеся войска решают сменить направление, но их ждет еще один сюрприз. Лузитанские лучники уже окружили их. Увидев, что на них напали со всех сторон, верные солдаты Арслана заставляют его бежать в безопасное место. К несчастью, вражеский солдат вскоре догоняет его и сбивает с ног. Он нападает на Арслана с копьем, но принцу удается защититься, а затем он пронзает копьем лошадь, чтобы враг тоже упал на землю. Вражеский солдат делает выпад, чтобы нанести последний удар, но Арслану удается пронзить его мечом в самое сердце. Вражеский солдат умирает, но Арслан в отчаянии от того, что убил человека. Он бредет по полю боя, раненый и оглушенный, зовет на помощь Колина и вдруг слышит, как его зовет Карлан. Он тут же откликается, но видит, что генерал ведет к нему отряд солдат Лузитании. Арсалан даже не успевает понять, что Карлан предатель, потому что ему приходится защищаться от его атак. Арсалан спрашивает, почему он это делает, но предатель лишь смеется и говорит, что у него есть свои причины. Арсалан падает на землю, не надеясь выжить, но тут внезапно появляется Дарион на своем великолепном черном коне и, не встречая сопротивления, спешит на помощь принцу. С первого взгляда на поле боя Дарион понимает, что Карлан предал их. Он спрашивает, почему человек его уровня так поступил, и Карлан пытается убедить его перейти на свою сторону. Дарион внезапно нападает на него и убивает солдат Лузитании, прежде чем вступить в схватку с Карланом, который понимает, что ему не справиться с величайшим воином Парса. После этого Карлан отступает, а Дарион решает сопроводить принца в безопасное место, вместо того, чтобы преследовать его. Тем временем Андре и Варс получают известие,
что двое генералов погибли, а до остальных они не могут добраться. Варс понимает, что теперь они не смогут выиграть эту войну, и умоляет короля отдать приказ об отступлении. Эндрю твердо намерен погибнуть как воин, но Варс напоминает ему об ужасах, которые произойдут, если столица и королева попадут в руки врага. Смирив свою гордость, Эндрю отдает приказ об отступлении и просит трубить в рог, чтобы предупредить об этом всю армию. Однако Карлин успел внедрить в армию больше шпионов, и они убивают горцев и начинают кричать, что король сбежал. Этот слух распространяется со скоростью лесного пожара и подрывает боевой дух армии и оставшихся в живых генералов, но они продолжают сражаться, чтобы остановить наступление врага. Тем временем Андре и его отряд отдыхают в безопасном месте, как вдруг на них обрушивается град стрел, убивая большинство солдат и тяжело раня Андру и Вариса. Вскоре обстрел прекращается, и тогда лорд Сильвер Маск, генерал-наемник армии Лузитании и организатор этой битвы, выходит вперед. Несмотря на свои раны, Варс бросается вперед, чтобы сразить вражеского предводителя и расчистить путь королю. Обычные солдаты не могут противостоять старому генералу, и он быстро расправляется с ними. Однако, когда он бросается на Сильвер Маска, генерал армии Лузитании разбивает его меч и наносит ему смертельный удар. Андра потрясен, видя, как погибает самый искусный воин в его армии, а затем Сильвер Маск заявляет, что он ждал 16 лет, чтобы отомстить, прежде чем нанести ему удар. Тем временем Дариан уводит принца в безопасное место. По дороге они встречают раненого солдата Парджана, которого уносят с поля боя. Они спасают его и узнают, что трое генералов погибли. А король покинул поле боя, не отдав приказа об отступлении. Арслан потрясен, узнав, что его отец сбежал с поля боя, и беспокоится о его безопасности. Дариан уверяет его, что Варис защитит его. Арсалан хочет вернуться в столицу и защитить ее, но Дариан считает, что армия Лузитании остановит их. Поэтому он предлагает обратиться за помощью к своему другу Нарциссу. По дороге Дариан объясняет, что Нарцисс когда-то был знатным придворным художником, но Андра по каким-то причинам изгнал его. Теперь он живет отшельником и посвящает свою жизнь живописи, но у него это плохо получается. Они продолжают идти без остановок до поздней ночи, но когда они приближаются к дому Нарцисса, часовой выпускает предупредительную стрелу и приказывает им вернуться. В ответ Дарион громко представляется, и часовой тут же выходит из укрытия, чтобы поприветствовать его и извиниться за свою грубость. Мальчик Элом, слуга Нарцисса, он ведет Дариона и Арсалана к двери своего хозяина, который выходит, держа в руке кисть, чтобы поприветствовать гостей. Дарион представляет Нарцисса Арсалану, и тот приглашает их войти. Арсалан теряет несколько пунктов в своем IQ, когда видит картины, написанные Нарциссом, и Дарион просит его просто закрыть глаза. В любом случае, они садятся ужинать, и Дарион рассказывает о том, что Нарцисс – гениальный стратег, который выиграл битву без потерь. Арсалан проявляет любопытство, и Нарцисс начинает рассказывать историю о том, как 5 лет назад Союз трех королевств вторгся в Парс с армией из 500 солдат. Нарцисс отправился к королю Андре и попросил разрешения сразиться с врагом без потерь. Полагая, что эксцентричный Нарцисс потерпит неудачу, Эндрю дал ему разрешение, и Нарцисс тут же освободил двух военнопленных из 3 королевств. Разъяренные солдаты напали на него, но он легко с ними справился и велел им довериться ему, потому что к ночи враги будут разбиты на голову, и тогда у них появится шанс напасть. Так и случилось, и ночью персидская конница с легкостью разгромила врагов. Арсалану интересно, как ему это удалось, и Нарцисс объясняет, что он просто распространил слух среди освобожденных пленников, что Парс находится в состоянии войны с их королевством. Это посеяло недоверие между 3 королевствами, и они начали воевать друг с другом. Услышав подробности от Дариона, Нарцисс, узнав о нынешней битве, считает, что Лузитания нашла великого стратега. Он отказывается помогать королю Андре и Парсу, и вступает в словесную перепалку с Дарионом. Арсалан просит его помочь, и Нарцисс признается, что его отец ненавидит его за то, что он предложил отменить рабство. Арсалана это не смущает, и он говорит, что его отец ненавидит и его, и Дариона, поэтому им лучше держаться вместе. Нарцисс соглашается пока оставить его здесь, хотя и не может ничего обещать. На следующий день к ним приходят солдаты Чарлин, и Нарцисс сразу понимает, что Дарион выбрал путь, по которому его легко выследить, потому что он хотел вовлечь его в помощь Арслану. Арсалан и Дарион прячутся на чердаке, когда солдаты входят в дом и говорят Нарциссу, что они служат генералу Карлину. Нарцисс спрашивает их, не ушел ли Варс в отставку, и с ухмылкой отвечает, что он мертв, и что его голова выставлена на всеобщее обозрение у ворот столицы Парса. Арсалан и Дарион в ярости от услышанного, но солдаты не обращают на них внимания. Нарцисс отвлекает их и спрашивает, зачем они пришли.
Солдаты говорят ему, что Чарлин интересуется двумя беглецами, которых видели в этом районе, и что он хочет, чтобы Нарсес ему помог. Нарсес отвечает ему в самой грубой форме, какую только может придумать, и называет Чарлина собакой, предавшей своего хозяина. Солдаты Чарлина в бешенстве бросаются на него, но Нарсес быстро расставляет ловушку, и они падают в воду. Дарион и Арсалан спускаются вниз, и Дарион, который сразу же хочет убить солдат Чарлина, не может сдержать слез, вспоминая смерть Вары. Нарсес быстро меняет тему, предлагая им позавтракать, но Арсалан и Дарион погружены в свои мысли. Нарсес и Дарион, как обычно, ссорятся, и Арсалан неожиданно просит главного стратега помочь ему. Он предлагает щедро вознаградить его за службу, но не золотом и не землей. Вместо этого Арсалан предлагает Нарсесу стать придворным художником, когда он изгонит Лузитанию и станет королем Парса. Нарсес поражен его предложением и сразу же соглашается служить ему. Арсалан говорит, что они должны немедленно покинуть столицу, и Нарсес соглашается. Илам уходит, чтобы подготовить лошадей, но Нарсес просит его пойти к одному из его друзей-торговцев, чтобы тот мог укрыться от войны. Илам отказывается оставлять его, говоря, что Нарсес не может ничего сделать сам, и даже Дарион с ним соглашается. В довершение всего Арсалан говорит, что если они отпустят Илама, то он больше не сможет есть вкусные блюда. Трое мужчин быстро приходят к единому мнению и позволяют Иламу присоединиться к ним в этом рискованном путешествии. Вскоре они садятся на лошадей, которых оставили люди Карлина, и уезжают. Вскоре после этого люди Карлина выбираются из ямы и спускаются с горы, уверенные в том, что принца схватят, потому что их люди уже перекрыли все дороги. Однако Арсалан и его спутники прячутся в пещере, и Элам рассказывает им о том, что он услышал от убегавших солдат. Марисиг играет в шахматы с принцем, который сразу же хочет вернуться в столицу, и говорит ему, что спешка может стоить им жизни. Он говорит, что первый шаг в любой стратегии – заставить противника растрачивать свои ресурсы, и он собирается сделать именно это, заставив людей Карлины искать их повсюду. С другой стороны, армия Лузитании окружает столицу Парса, оставляя после себя лишь смерть и разрушение. Жители столицы встревожены, хотя они все еще не верят, что их армия проиграла сражение. Ворота в город закрыты, и два оставшихся генерала и солдаты с тревогой наблюдают за тем, как приближается армия Лузитании. Внезапно появляется повозка, к которой привязан один из генералов Парса. Верховный жрец Яда Бодин представляется и заявляет, что он сделает из этого пленного генерала пример для тех язычников Парса, которые не верят в своего бога. Он с удовольствием представляет себе, как будет пытать Чапара, но генерал насмехается над ним и заявляет, что даже если им удастся захватить столицу, они все равно потерпят поражение из-за своих жестоких методов и поклонения злому богу. Разъяренный Боудан бьет его по лицу своим жезлом, пока тот не ломается, но Шепард все еще держится. Он кричит своим товарищам-парсанцам, чтобы они пристрелили его, потому что он скорее умрет от их рук, чем от пыток, которым его подвергнут люцитанцы. Парсанские солдаты пытаются выстрелить в него, но их стрелы даже не долетают до него. Однако одинокий лучник забирается на башню и убивает Бадина, заглушив его крики. Королева Тахами тоже все видела и велела слугам привести к ней лучника, потому что она хочет наградить его. Вскоре войска Люцитанского королевства начинают наступление на город, и парсанские солдаты отбивают атаку с помощью луков и стрел. Пока за стенами города идет сражение, Тахами встречает лучника, который представляется как Гави, странствующий музыкант. Он утверждает, что владеет многими видами искусства и оружия, и Тахами дает ему инструмент, чтобы он мог продемонстрировать свои музыкальные способности. Он поет песню в честь всех парсанских солдат, которые храбро сражаются с врагами. Королева награждает его за мастерство и приглашает в гости. За стенами города войска Люцитанского королевства не могут прорвать оборону столицы, поэтому они прибегают к другой тактике. Они забираются на высокие башни и начинают кричать, призывая рабов восстать против угнетения Парса. Они заявляют, что любой, кто поможет Лузитании в этой войне, получит защиту Ярдского королевства и будет принят как свободный гражданин. Соблазнившись их обещаниями, группа рабов устроила бунт, поджигая город и нападая на солдат. Сначала они подожгли храм, а затем устремились к воротам, чтобы впустить врагов. Один из оставшихся в живых генералов поспешил туда, чтобы взять ситуацию под контроль, и убил нескольких рабов, чтобы они не открыли ворота. Однако это вызвало еще большее недовольство, и по всей столице начались восстания рабов. Второй генерал доложил об этом королеве Тахами и убеждал ее улучшить условия содержания рабов и выплатить им денежное вознаграждение после окончания войны. Ей эта идея не понравилась, потому что она противоречила принципам их королевства, и она лишь сказала, что подумает об этом. С другой стороны, Гик наслаждался своим пребыванием во дворце и думал, что ему следует уехать, пока ситуация не ухудшилась. Премьер-министр вызвал его к себе и попросил помочь королевству, выведя королеву из столицы по секретному туннелю. Пока снаружи бушевала битва, Ив ввел служанку, которая притворялась королевой, по секретному туннелю. Он знал, что эта
женщина была лишь приманкой и отказался оставить ее снаружи. Внезапно женщина набросилась на него с кинжалом, а затем ударила его ногой в пах, чтобы он убежал, но, к несчастью, она встретила там серебряную маску и Карлина. Они сразу поняли, что это не королева, и серебряная маска тут же убил женщину, потому что его интересовало только Тахами. Однако, когда он уходит, к нему подходит Джив, известный ловелас, и останавливает его, потому что он не может допустить, чтобы кто-то убивал красивых женщин. Джив и серебряная маска тут же вступают в схватку, и Дживу удается застать его врасплох, бросив факел ему в лицо. Серебряная маска ошеломлен этим, и Карлин тут же хватает его и тащит во дворец, оставив нескольких солдат разбираться с Дживом. Музыкант слишком ловок для них, и он легко расправляется с солдатами одного за другим. Затем он забирает все деньги, которые были у убитых солдат, и убегает, прежде чем его успевают схватить подоспевшие на помощь солдаты. Вскоре после этого солдаты Лузитании проникают во дворец и поджигают его. Они освобождают заключенных и приказывают им свергнуть своих угнетателей. Партизаны не могут справиться со всеми солдатами, и генерал, который пришел на помощь королеве, тоже попадает в руки Карлины и Серебряной маски. Пока парфяне были заняты событиями во дворце, рабам удалось открыть ворота. Главные силы Лузитании вошли в город и перебили оставшихся парфянских солдат, успешно захватив столицу. Тем временем Арсалан и его группа не знали о том, что произошло, но они пришли к выводу, что армия Лузитании попытается использовать рабов, чтобы открыть для них ворота столицы. Несмотря на это, Нарсис считает, что сейчас идти в столицу было бы глупо. Он убеждает Арсалана и Дариона подождать, пока не закончится захват столицы, потому что после этого Карлин наверняка придет за принцем. И это будет их шанс поймать его и получить какую-то информацию. В столице Лузитании, в покоренном дворце, толстяк-король Инносентис прибывает, чтобы объявить дворец своим. Тем временем Серебряный Маскет и его люди ищут Тахами, и в конце концов они находят ее. Ее приводят к королю Инносентису и его двору, и один генерал говорит другому, что красота Тахами стала причиной гибели многих мужчин, которые сражались за нее. Даже Андра смог жениться на ней только после того, как убил своего старшего брата и бывшего короля Парса. Однако они уверены, что их король никогда не поддастся чарам этой язычницы и жестоко накажет ее. Но они ошибаются, потому что толстяк-король сразу же влюбляется в Тахами, как только видит ее. Его слуги в растерянности, и они бегут к Гису, его младшему брату, который единственный может образумить Инносентиса. Гис бежит к Инносентису, который осматривает сокровищницу Парана. Факса говорит ему, что хочет сделать Тахами королевой, и его не останавливает тот факт, что все мужчины, которые были в нее влюблены, погибли. Он также заявляет, что вся сокровищница будет отдана в дар богу Ярды, и Баден возьмет ее под свою опеку. Все недовольны Инносентисом, а Гис позже приходит к нему в кабинет и говорит, что он единственный в Лузитании, кто может стать королем. С другой стороны, солдаты Лузитании командуют купцами в столице. Среди них есть мальчик по имени Ишхол, который 3 года назад сбежал из города с помощью Арсала. Он ищет людей, которых привезли сюда вместе с ним, но не может найти никакой информации. В этот момент он замечает солдата, который пытается затащить девушку в переулок. Юноша бросается к ним, чтобы остановить насильника, но к его ужасу девушка уже убила солдата. Она тут же нападает на Этола, и тот, к своему удивлению, срывает с нее капюшон и парик и видит, что девушка на самом деле ягненок. Аем ведет Этола в поселение рабов, которые окружают его и спрашивают, когда же они станут свободными. Воспользовавшись этим шансом, Элам сбегает и возвращается в их убежище, где рассказывает всем о случившемся. Все генералы в столице убиты, но о судьбе короля ничего не известно. В настоящее время Карлин возглавляет армию кавалеристов, чтобы выследить Арслана, чтобы тот не стал для них угрозой в будущем. Арслан недоумевает, как Карлин вообще сможет их найти, а Нарсис считает, что он попытается сжечь какую-нибудь деревню, чтобы заставить Арслана выйти из укрытия. Арслана приводит в ужас эта мысль, и он приказывает следовать за войсками Карлина. Пока он седлает лошадей, Дерион говорит Нарусу, что идти за Карлином небезопасно. Однако Нарус говорит, что это испытание для Арслана, чтобы доказать, что он достоин стать будущим правителем. И если бы он решил не помогать жителям деревни, то бросил бы его. Ночью Карлин со своими людьми нападает на деревню, ложно обвиняя жителей в том, что они укрывают Арслана. Жители умоляют его пощадить их, говоря, что они невиновны, но Чарлин хочет преподать им урок, поэтому он убивает всех жителей деревни. На следующий день Гиф бесцельно бродит по округе, стараясь не попадаться на глаза солдатам из Лузитании. Однако, увидев, что к солдатам Лузитании направляется красивая женщина, он решает пойти за ней, чтобы спасти ее от солдат и помочь ей. Но женщина оказывается искусной лучницей, которая успевает уложить на землю половину солдат еще до того, как Гиф успевает до нее добраться. Когда он пытается убедить ее, что ей повезло, что он подоспел вовремя и спас ее, она просто уходит, не обращая на него никакого внимания. Геве удается привлечь ее внимание, окликнув ее
ее, и он представляется. Женщина представляется Фарах, жрицей бога Митры, которая прибыла в столицу королевства Парс в качестве посланницы. Но так как столица уже пала, она хочет увидеться с наследным принцем Арсланом, прежде чем вернется домой. Фараон спрашивает Гива, знает ли он что-нибудь о принце, и когда тот отвечает, что ему нечего ей рассказать, она тихо уходит. Но Гив следует за ней и спрашивает, почему она так отчаянно хочет встретиться с принцем. Фарах говорит, что храм, в котором она служит, был построен на пожертвования, сделанные от имени Арслана. И в благодарность за это прежний верховный жрец обещал помочь ему в случае необходимости. Вот почему нынешние верховные жрецы отправили ее сюда. Но фараон считает, что он также хотел избавиться от нее, потому что она не только красива, но и гораздо талантливее всех остальных в храме. Она заявляет, что даже если ей не удастся выполнить свою миссию и помочь принцу, она ненавидит Лузитанию за то, что она навязывает свои убеждения другим, и хочет изгнать их из Парса. С этими словами она ускорила шаг, но Гив настойчиво продолжал идти за ней. Ночью они замечают отряд Карлина, который проезжает мимо них, и Фара решает последовать за ними, надеясь, что они приведут ее к принцу. Тем временем солдаты Карлина находят избитого мужчину, который раньше был носильщиком у Арселина, но попытался украсть у них что-то и был избит за это. Поэтому он решил выдать их в обмен на вознаграждение. Однако предатель дает ему лишь одно вознаграждение – смерть, потому что он уверен, что этот человек работал на Нарсеса. Он решает отправиться в противоположном направлении, потому что Нарсес раньше жил там, и они могут найти там много союзников. Карлин немедленно ведет свой отряд на север по узкой тропе, но именно этого и добивался Нарсес. Внезапно на Нарсеса нападает Фара, но он отражает ее атаку. Он просит ее представиться, а затем говорит, что служит принцу Арсалану. Фара тут же снимает маску и извиняется за то, что напала на него. Она представляется и говорит, что пришла служить Арсалану, и Нарсес без колебаний принимает ее и даже дает ей оружие. Предположив, что Арсалан готов перейти ко второй фазе плана, Нарсес поднимается на вершину скалы и подает сигнал Карлину. Предатель немедленно посылает своих солдат за ним, и Арсалан сбивает их стрелами из лука, а Элам из пращи помогает ему. Пока вражеские солдаты отвлекаются на Арсалана, Нарсес незаметно подкрадывается к ним и убивает нескольких, а Ферис стреляет в них из леса, сея хаос. В это время к ним присоединяется Эве, и благодаря стратегии, основанной на внезапном нападении, солдаты Карлина считают, что их окружают сотни врагов. Что касается финальной части, то Илам сбрасывает на них камни с горы и объявляет, что приближается величайший воин Дарион. Услышав его имя, солдаты Карлина в панике разбегаются, бросив своего генерала. Разъяренный Карлин бросается на Арсалана, надеясь схватить его до прихода Дариена. Арсалан стреляет в него, но Карлин отражает все стрелы, и вскоре его колчан пустеет. Карлин стоит лицом к лицу с Арсаланом, но тут появляется Дариен и спасает принца. Он сражается с Карлином и, зайдя ему за спину, сталкивает его с обрыва, нанося смертельный удар. Карлин падает и пронзает себя собственным копьем. В последние мгновения жизни он отвечает на вопрос Дариена и говорит, что Андра все еще жив, но он больше не король. Он заявляет, что законный наследник скоро взойдет на трон, и Дариен с Нарсесом в замешательстве. В этот момент появляется Арсалан и видит умирающего Чарлина. Принц в отчаянии, но Дарион отвлекает его, сообщая, что его отец все еще жив. После этого Фара и Джив представляются Арслану. Но прежде чем они успевают продолжить разговор, Нарса предлагает сменить место, пока не вернулись солдаты Чарлина. Однако Арслан просит его подождать и затем просит Ферана оказать почести Чарлину и его погибшим солдатам. Фараон подчиняется и возносит молитву погибшим солдатам, когда восходит солнце. Тем временем Эндрю находится в темнице под дворцом Пара. Серебряный Маскун приходит к нему, чтобы спросить, помнит ли он его. Эндрю понятия не имеет, кто это, поэтому мужчина снимает маску и представляется Хелмсом, сыном его старшего брата. Он напоминает Эндрю о том, как жестоко тот обошелся с ним 16 лет назад, когда убил его брата из-за женщины. Хелмс заявляет, что теперь, когда он вернулся, он займет трон Парса по праву наследования. Однако Эндрю лишь смеется, как сумасшедший, услышав это. Вскоре после этого Хелмс возвращается в комнату, где работающий на него фокусник в маске сообщает ему, что Чарлин мертв. На следующий день Дарион и Нарус пробираются в столицу, чтобы разузнать побольше о короле и королеве. Ночью они сталкиваются с пьяным солдатом, который служил Карлину, и тот сразу же узнает Дариена. Солдаты в страхе убегают, и Нарсес решает преследовать их в одиночку, потому что понимает, что это ловушка. Солдаты загоняют его в угол, но он слишком опытен, чтобы попасться в такую ловушку. Они допрашивают солдата, который понятия не имеет, где держит Эндрю. Однако он может сказать им, что Тахами скоро выйдет замуж за короля Инносентии из Лузитании. Потрясенные этой новостью, Дарион и Нарсес решают разделиться, чтобы собрать больше информации о королеве. Дарион сталкивается с Хелмсом, и они тут же бросаются друг на друга. Они равны по силе,
и после того, как Дарион представляется, Хелмс рассказывает, что убил своего дядю Вариса. Движимый яростью, Дарион нападает на Хелмса и срывает с него маску, обнажая ужасный шрам вокруг правого глаза. Хелмс проклинает его и снова бросается в атаку, но в этот момент появляется Нарсес и заставляет его отступить. Хемес начинает наступление на вторгшихся в город солдат и лузитанцев, а его воины окружают их. Дариан и Нарсис решают немедленно отступить. По дороге назад Дариан признается, что Хемес был более опытным воином, чем он, и если бы Нарсис не подоспел вовремя, то ему бы грозила опасность. С другой стороны, Арсалан и остальные члены группы находятся на окраине столицы. Пока Алум идет за водой, Арсалан отдыхает в заброшенном здании. Он замечает, что несколько солдат Лузитании держат в заложниках девушку и требуют у ее отца деньги. Арсалан хочет помочь им, но не может признаться, что он принц, поэтому берет лопату, которую находит неподалеку, и идет на них с оружием. Однако, прежде чем дело доходит до драки, появляется Ичиол и прогоняет солдат, так как он капитан армии. Он также говорит Арслану, чтобы тот возвращался туда, откуда пришел, и только тогда они узнают друг друга. Они идут в заброшенное здание, чтобы догнать Исола, который ругает Андру и Арслана, не зная, что перед ним стоит сам Арслан. Ичиол, как и все остальные лузитанцы, фанатик и не отличается умом, поэтому он начинает спорить с Арсланом о том, как оправдать их священную войну и этнические чистки. В этот момент возвращается Элом и, увидев Ичиола, закрывает лицо и выхватывает меч. Однако Арсалан останавливает их, и Ичиол решает уйти, потому что он в долгу перед ним за то, что тот взял его в плен. Однако он дает Арслану свою версию Библии и просит его почитать о вере в Ярд. Вскоре возвращаются Дариан и Нарсис и рассказывают Арслану о своих находках. Они решают, что их первоочередная задача собрать армию, и для этого Арслан со своими людьми отправляется в крепость Кассиан, которая все еще не захвачена лузитанцами. Солдаты Лузитании преследуют их, но Фараху и Гиву удается задержать их, обстреляв из луков. Как только они добираются до крепости, прибывает подкрепление и с выгодных позиций расстреливает солдат Лузитании. Арселин и его люди благополучно добираются до крепости Кассиан, где их встречает Ходер, правитель крепости. Ходер – человек, который много говорит, и он не может остановиться, рассказывая принцу, как он рад видеть его живым и как он готов служить ему. Он угощает принца роскошным обедом и даже пытается выдать за него свою дочь. Арслан пытается сменить тему и говорит, что хочет помочь людям, которые страдают в столице. Он заявляет о своем намерении изменить политику их королевства, начав с освобождения всех рабов. Он спрашивает Ходера, поддержит ли он его в этом, потому что в Кассиане больше всего рабов на душу населения. Хонор смеется и говорит, что это благородная идея, но Нарсес замечает, что он как-то странно реагирует. Позже Арслану и его людям показывают их спальни, и хотя Дариан настаивает на том, что он останется рядом с принцем, чтобы охранять его, Марус убеждает его, что в этом нет необходимости. Оказывается, это была уловка Ходера, чтобы разлучить Арслана с его людьми, чтобы он мог поговорить с ним наедине о чем-то важном. Марс предвидел это, поэтому позволил Ходеру получить то, что он хотел, и собрал всех мужчин в комнате рядом с Арсланом. Гю чувствует, что кто-то пробирается в комнату через окно и идет туда, чтобы перехватить его, но обнаруживает, что это был Арслан, который забрался сюда по балконам. Дариан в ярости и одновременно обеспокоен, но Арслан говорит, что Ходер выдвинул два условия, чтобы заручиться его поддержкой. Первое условие – сделать его дочь будущей королевой, а второе, чтобы Арслан не проводил радикальных реформ, таких как освобождение рабов. Арслан просит его дать ему время до завтра, чтобы он мог обдумать ответ, и Нарс думает, что это вполне приемлемо. Он больше не доверяет Ходеру и просит Арслана быть готовым к эвакуации в любой момент. Он посылает Гава передать это сообщение Фарах, которая уже почувствовала, что в замке что-то происходит. Нарсос также отправляет Илона с поручением. Вскоре после этого к дверям Арслана подходит Ходер с отрядом вооруженных солдат. Он говорит, что Дариен Нарсис и другие, кто на его стороне, хотят навредить ему, и просит разрешения устранить их. Арслан отказывается и говорит, что он доверяет своим людям свою жизнь. Он выходит из комнаты и говорит всем, что они уезжают, и они выходят из комнаты полностью экипированные. Ходер не понимает, что происходит, но Арслан говорит ему, что они больше не останутся здесь. Они садятся на лошадей, и Ходер бежит за Арсланом, чтобы убедить его простить его. Он посылает своих людей вперед, но Фара и Гив сбивают с ног тех, у кого были спрятаны кинжалы. Дарион отбегает от Ходера и говорит солдатам, окружившим их, что им лучше сдаться. Ходер приказывает своим лучникам стрелять в Дариона, но те не могут натянуть тетиву, потому что Элом заранее перерезал ее по приказу Нарсиса. Теперь, когда Ходер оказался в невыгодном положении, Дарион просит его открыть ворота и позволить ему идти. Однако Ходер знает, что после этого его объявят предателем, поэтому он готов пойти на крайние меры. Он приказывает своим солдатам атаковать, но они не могут противостоять опытным воинам, охраняющим Арсалана. После того, как Дарион побеждает всех солдат, он направляет свой меч на Ходера, который вместо этого бросается на Арсалана. Однако Нарсис убивает его прежде, чем тот успевает причинить вред Арсалану, и солдаты признаются
свое поражение и выпускают их. Оказавшись за пределами крепости, Арсалан бежит в квартал рабов и говорит им, что они все свободны. Они спрашивают, разрешил ли это Ходер, и Арсалан отвечает, что Ходер мертв. Рабы в ярости и нападают на Арсалана, чтобы отомстить за своего хозяина. Однако Дарион вовремя спасает его и уводит. Когда они оказываются на безопасном расстоянии, Нарсис говорит Арсалану, что он знал, что так и будет. Он говорит, что несмотря на все свои недостатки, Ходер должно быть был щедрым хозяином для рабов, поэтому они были ему верны. Он рассказывает историю о том, как он освободил всех своих рабов после того, как он наследовал трон от своего отца, но через несколько месяцев обнаружил, что рабы работают в столице. Потому что для них было проще всего жить под властью щедрого хозяина. Нарцисс говорит Арсуле, что его слова и то, что он сегодня видел, не должны ее пугать, потому что у проблем, с которыми сталкивается мир, нет единственно правильного решения. Он просит ее идти по пути праведности, который она сама для себя выбрала, и принести мир на землю. Затем Дариан спрашивает, куда им теперь идти, и Арсалан отвечает, что им нужно отправиться в Пешавар, где находится самая большая часть действующей армии Парсии. С другой стороны, Хелмс идет к раненому генералу, который пришел в себя и назвал ему свое имя. Он говорит ему, что нужно пересмотреть свою преданность, а затем уходит в свою комнату. В своей комнате Хелмс вспоминает, как он был на пути к тому, чтобы стать великим воином, и как его больной отец говорил ему, что однажды он станет величайшим королем Парсии. Однако в ту же ночь его отец был убит, и хотя Хелмс выжил, он остался с шрамом на лице, который постоянно напоминает ему о прошлом. Хелмса это очень расстраивает, и он думает, что теперь ему придется иметь дело только с Арсеналом, и тогда он станет единственным претендентом на трон. В этот момент к нему заходит служанка и сообщает, что у него посетитель. Посетитель представляется как Зет, сын Карлина, который пришел сюда, чтобы служить Хелмсу после смерти его отца. Он говорит, что убьет Дариана и Арсалана, чтобы отомстить за своего отца, и Хелмс, усмехнувшись, дает ему шанс проявить себя. Не подозревая об этом, Арсалан и его группа отправляются в Пешавар. Ночью Фара чувствует какое-то беспокойство и понимает, что за ними охотятся. Довольно скоро к ним приближается отряд солдат, и Дарион предлагает остаться и задержать их, пока Нарсес и остальные будут уводить Арсала в безопасное место. Однако Нарсес и Ферис на полпути отделяются от группы, и теперь с Арсалом остаются только Алам и Джив. Элам уверяет Арсала, что они воссоединятся со своими друзьями в Пешаваре, и они продолжают свой путь. Тем временем Дарион побеждает солдат противника, и Фара приходит ему на помощь. Видя, что они уступают в силе, солдаты начинают отступать, но тут появляется Зандер и приказывает им прекратить трусить. Он вынимает свой огромный меч и заявляет, что убьет Дариона. Фара стреляет в него, но он отбивает стрелу и отталкивает ее, прежде чем вступить в схватку с Дарионом. Дарион понимает, что Зандер обладает невероятной силой, потому что он может вырывать с корнем целые деревья, когда его меч застревает в них. Зандер держится на расстоянии, пока Фара не стреляет в него и не дает ему возможность прикончить его. Однако Зандер в последний момент отбивает его копье, и его солдаты приходят ему на помощь. Дарион и Фара решают немедленно отступить. С другой стороны, на отряд Арсала нападают двое солдат, но им удается отбиться и скрыться. Однако отряд Илама уничтожен, и он падает на землю. Арсал поворачивается, чтобы спасти его, и отбивается от напавшего на него солдата. Но тут они обнаруживают, что остальные солдаты окружили его. Еве ничего не остается, как бросить свой мешочек с золотом, чтобы отвлечь солдат и дать им возможность скрыться. С другой стороны, Дарион и Фара все еще сражаются с солдатами из Лузитании, которые поджидают их на каждом шагу. Нарис находится неподалеку от них и наблюдает за кланом Зоков, который правит в этих краях. Это банда головорезов, которые нападают на солдат Лузитании, как только те появляются в этих местах, и требуют, чтобы те убирались прочь, оставив им свои деньги и оружие. Однако их главарю не повезло, потому что он столкнулся с Хелмом. Хелм одним ударом меча разрубает его пополам, а дочь главаря бросается на него с кулаками, требуя мести. Остальные головорезы тоже присоединяются к ней, и между ними и солдатами Лузитании завязывается кровавая битва. Однако благодаря Хелму солдатам удается убить всех бандитов. Девушка остается одна и продолжает нападать на Хелма, хотя и так ясно, что он намного превосходит ее в мастерстве и силе. Однако он впечатлен ее ловкостью и замечает, что если бы ее народ был таким же быстрым, как она, то они бы все еще были живы. Девушка снова бросается на него с кулаками, но он просто отбрасывает ее к скалам. Он заявляет, что теперь она будет наказана, в ответ она плюет ему в лицо. Прежде чем Хелм успевает наказать ее, появляется Марисса, чтобы отвлечь его. Хелм хочет закончить битву, которую они не смогли завершить в столице, но девушка говорит Мариссе, чтобы та держалась подальше, потому что она хочет убить этого ублюдка в маске и отомстить за своего отца. Марисса говорит ей, что она недостаточно сильна для этого, а затем обменивается ударами с Хелмом. Хелм понимает, что он силен, и к тому же слышал о его гениальных стратегиях,
поэтому он предлагает Нарису служить ему. Нарис просто насмехается над ним, говоря, что он может быть и величайший воин, но ему не хватает характера, чтобы стать его господином. Взбешенный этими словами, Хельмс нападает на него, но тут сверху на них обрушиваются камни, которые Нарис заранее подготовил, и солдаты Лузитании гибнут под их тяжестью. Когда пыль оседает, Нарис сбегает вместе с девушкой Зотой, Альфредой, которая может только плакать и говорить, что она слишком слаба, чтобы отомстить за своего отца. Он решает отвезти девушку в безопасное место, и, разговаривая с ним по дороге, она понимает, что он действительно умный и надежный человек. Поэтому она решает пойти с ним, вместо того, чтобы вернуться в свой клан. С другой стороны, Даран преследует Дариона и снова загоняет его в угол. Когда они снова вступают в схватку, из-под земли выскакивает тень и нападает на Дариона, но он вовремя уклоняется. Это маг в маске, который работает на Хельмса, и он говорит Занде, что пришел поддержать его. Дарион не понимает, что происходит, и Фара говорит ему, что этот человек использует темную магию, и с ним будет трудно справиться. Внезапно Зандер нападает на них и сбрасывает Фару с лошади, и ей приходится отбиваться от солдат Лузитании. Тем временем Зени сражается с Дарионом, говоря ему, что он служит сыну узурпатора, а он служит настоящему королю Парса. В этот момент из-под земли появляется маг, и когда Дарион уклоняется от его атаки, он оказывается в стороне от своего отряда. Ксандер пользуется этим моментом и нападает на него, а пока Дарион отражает его атаку, маг появляется у него за спиной. В этот момент на помощь ему приходит Арслан и нападает на мага, который исчезает и атакует его с земли. Алам ловит Арслана, когда тот падает с коня, и в то же время Дарион одолевает Занде и освобождается сам. Он видит, что маг направляется к Арслану и бросается в ту же сторону, мгновенно расправляясь с вражескими солдатами. Он пронзает мага мечом прямо в сердце, и зомбит тут же нападает на него. Однако Дариону удается сбить его с ног и направить на него свой дух. Ксандер бросает свой меч и убегает, но Ферис стреляет в него, и он падает с обрыва. Дариан тут же подходит к принцу, чтобы извиниться за то, что подверг его опасности, но Арслан замечает, что он каждый раз спасает его, и ему приятно отплатить ему тем же. Вскоре Арслан и его отряд прибывают в Пешвар, но там их уже поджидают солдаты Лузитании. К счастью, на помощь им приходит генерал Кишвальд, с которым Нарцисс уже связался по поводу сложившейся ситуации. Кишвальд нападает на солдат Лузитании и заставляет их отступить. После обмена любезностями с Кишвальдом Арсель замечает девушку, которая стоит позади Нарса, и спрашивает о ней. Альфред слезает с лошади и представляется как жена Нарса, чем приводит всех в замешательство. Тем временем они входят в крепость Пешвар, которая расположена на восточной границе королевства Пар. Дариан и остальные подшучивают над Нарсесом, что он нашел себе жену, пока его не было с ними, и он нервно объясняет, что девушка держится за него, потому что он спас ее от серебряной маски. В этот момент к Арслану выходит другой генерал по имени Бауман, который находится в Пешваре. Два генерала присягнули на верность наследному принцу, но, похоже, Баумана что-то беспокоит. Ночью Альфред заходит в комнату Нарсы и видит там Элама. Они начинают спорить, потому что Элам не хочет, чтобы Нарсиса отвлекала женщина, пока он так занят, и Альфред, рассердившись, уходит к Фаре. Фара тоже советует ей не вмешиваться в дела Нарсиса, потому что сейчас он полностью поглощен строительством королевства. На следующий день созывается совещание с участием высокопоставленных офицеров Пушора, и они говорят, что не могут немедленно собрать армию. Бауман и Дариен начинают спорить по этому поводу, потому что старый генерал против того, чтобы отправлять войска куда-либо до конца года. Нарсис останавливает Дариена и пытается подшутить над Бомбом, называя его стариком, но генерал сердится и выходит из комнаты. Нарсис считает, что это всего лишь уловка, чтобы избежать дальнейших расспросов. Позже Кишвальд сообщает Дариену и остальным, что незадолго до недавней войны Бауман получил письмо от Вариса, и с тех пор он стал другим человеком. Никто не знает содержание письма, но Дарион считает, что оно связано с просьбой его дяди лично присягнуть на верность Арсалану. Арсалана все это беспокоит, поэтому он идет полюбоваться закатом, чтобы успокоиться. Неожиданно он чувствует, что кто-то приближается к нему, и видит, что это тот самый человек в серебряной маске, о котором все говорят. Он спрашивает, как тот проник в крепость, и незнакомец смеется, говоря, что он знает это место как свои 5 пальцев. Арсалан выхватывает меч, чтобы сразиться с ним, и представляется наследным принцем Парса. Хемес смеется, говоря, что он всего лишь сын узурпатора и поэтому будет страдать. Он заявляет, что ты не убьешь Арсала сейчас, а будешь продолжать пытать его, чтобы выплеснуть всю свою ярость, которую ты сдерживал последние 16 лет. Арсал нападает на него, но получает удар в ответ и теряет оружие. Хильм собирается напасть на него, но Арсал в отчаянии хватает факел и замахивается им на Хильма.
Хильм боится огня и замирает от страха. В этот момент Фара стреляет в него, но он каким-то образом уворачивается от стрелы. В этот момент появляются Дариен и остальные, и Хильм оказывается в ловушке. Он пытается убежать, но Кишвальд преграждает ему путь и заставляет его вернуться. Несмотря на то, что он окружен со всех сторон, Хильм уворачивается от врагов и бросается на Арсала, чтобы убить его. Но тут появляется генерал Бауман и жертвует собой, чтобы спасти Арсала. Хильм в ужасе видит, как он умирает, потому что в прошлом Бауман был его учителем фехтования. Он спрашивает, почему Бауман пожертвовал своей жизнью, и тот отвечает, что такова была просьба Вары. Он просит Хильма отступить, и тот подчиняется. Дарион пытается преследовать его, но старый генерал хватает его за одежду и говорит, что если они убьют Хильма, то прервется род истинных наследников королевской семьи Паров. Все потрясены, услышав это, а Арсал в ужасе, потому что это означает, что он не настоящий сын Андры. Старый генерал кашляет кровью и падает. Он успевает только извиниться перед Арсалом и попросить его стать великим королем, прежде чем умрет. Арсал и остальные не успевают даже осознать свое горе, как вдруг появляется солдат с важным сообщением. 50-тысячная армия Синского королевства под покровом темноты пересекла границу и движется прямо на них. Объявлена чрезвычайная военная тревога, но Арслан все еще не в курсе, так как последние слова, сказанные умирающим, эхом отдаются в его голове. Он кое-как берет себя в руки и заявляет, что сначала они должны отразить нападение внешних врагов, а потом уже возвращать столицу. Вскоре подготовка к битве заканчивается, и Арслан предлагает, чтобы он тоже отправился на поле боя и сражался вместе с солдатами. Однако Нарсис и Дариан уверяют его, что они уже побеждают, поэтому ему следует просто сидеть и ждать. Они ведут в бой всего 10 человек, кавалеристов, и Нарсис уверяет Дариана, что несмотря на небольшое количество солдат, они победят, потому что их враги не учитывают время, местность и боевой дух своих солдат. Тем временем Радж, второй принц Синдху, лично возглавляет армию, чтобы опередить своего старшего брата и стать следующим королем. Он не останавливается, хотя уже темнеет, и его солдаты устали от холода и непривычной местности. Он говорит, что они должны продолжать наступление, когда внезапно на них обрушивается град стрел. Принц ведет свою армию вперед, чтобы отразить атаку, и вступает в бой с Кишвальдом и его войсками. Вскоре Дариан ведет другой отряд, чтобы атаковать армию Синдху с фланга, но принц Радж хорошо командует своими солдатами и умудряется удерживать строй, оттесняя их назад. Однако у Нарсиса есть план, как с этим справиться. Внезапно на армию Синдху нападают сзади. Они оборачиваются, опасаясь, что солдаты Парджина подкрались к ним сзади, но к их удивлению видят флаг первого принца и его войска на вершине скалы, откуда летят стрелы. Солдаты в панике докладывают об этом Раджу, который считает, что его брат пытается сорвать его планы и убить его. Чтобы окончательно все испортить, Марсис внедрил в армию Синдху Альфреда и Элама, и они выкрикивают противоречивые приказы, чтобы запутать солдат. Армия в панике отступает, но они выбирают единственный открытый путь, где их ждет ловушка. Армия Синдху проходит по замерзшему озеру, которое трескается под их тяжестью, и принцу каким-то образом удается ускользнуть, прыгнув в воду. В этот момент туда приходят Дарен и Нарсес, чтобы напасть на него. Они хотят взять его в плен, поэтому нападают с двух сторон, но ему удается отбиться, и они сбегают, воспользовавшись хитростью. Однако Альфред сбивает его с ног и сама берет в плен. Вскоре после этого Раджа приводят в качестве пленника к Арслану, и он уже смирился со своей судьбой. Однако Арслан говорит ему, что хотел поговорить с ним, поэтому и пригласил его сюда. Дарин разрезает веревки, которыми связан Радж, и Арслан приглашает принца на ужин, чтобы обсудить важные вопросы. Однако разговор откладывается, так как Радж, Фарах и Джив начинают соревноваться в выпивке, и Фарах побеждает их обоих. После этого Арслан наконец-то может поговорить с Раджем и просит его стать его союзником. Арсалан говорит, что они помогут ему стать правителем Синдху в обмен на его помощь в войне. С другой стороны, не получив сигнала, правитель крепости теряет терпение и нападает на обоз с провиантом. Но, к его удивлению, в ящиках оказываются спрятаны лучники. Они сразу же дают отпор и отбрасывают солдат крепости назад, а затем Дариан и другие вступают в бой, вынуждая солдат отступить. Правитель крепости решает убить Арсалана, несмотря на то, что все его люди сбежали, но Дариан пронзает его копьем. На следующий день войска Арсалана захватывают крепость Гуджарат, а Джаза арестовывают. Арсалан спрашивает его, всегда ли он хотел его предать, и Джаз насмехается над ним, говоря, что он не служил ему. Он заявляет, что служит только премьер-министру, потому что тот вырастил его как собственного сына, хотя сам он даже не знал, кто его родители. Арсалан тронут его рассказом, поэтому он отпускает Джаза, и Нарсис считает, что отпустить шпиона было лучшим решением в данной ситуации. Вскоре после этого к двору Арсалана прибегает Илон и сообщает всем, что принц Гад со своей армией численностью более 150 солдат и сотнями боевых слонов направляется к ним.
Что касается Раджа, то он, похоже, окружил армию Гада, и Нарсис считает, что им будет сложно справиться с этой ситуацией. Он объясняет возможную стратегию, которую выберет Гад, и она будет заключаться в том, чтобы разделить огромную армию на две части, чтобы справиться с силами Раджи и Парджана. Его опасения оправдываются, и Гад посылает достаточное количество своих солдат, чтобы окружить крепость, в то время как сам ведет большую часть своей армии навстречу Раджу. Между двумя сводными братьями начинается жестокая война, и поскольку у Раджа преимущество в поезде, Гад решает свести ее на нет, отправив своих величайшее оружие – боевые слоны-наркоторговцы. В своем безумии слоны давят солдат Раджа под ногами, и их не останавливает даже шквал огня, в них выпущено множество стрел. Радж уже находится в невыгодном положении, а затем он получает ужасную новость о том, что силы Парджана не могут прийти им на помощь, потому что их преследуют, удерживаемые в крепости силами Гада. Его армия потерпела сокрушительное поражение от боевых слонов. И как раз в тот момент, когда Радж собирается сдаться, чтобы предотвратить гибель еще кого-нибудь, туда прибывают войска Парджана во главе с Арсаланом. Дариан возглавляет атаку на кавалерию Гада, а Фарах и другие также принимают участие в битве. Рад подходит к Арсалану и спрашивает, как он может быть здесь, потому что он только что услышал, что его армия попала в ловушку в крепости. Мариса объясняет, что они просто оставили манекены в своей форме на стенах крепости, чтобы сбить с толку вражеские силы и тем временем сбежать через черный ход. Радж впечатлен стратегией Нарцисса, и теперь у Дариона есть шанс продемонстрировать свои навыки. Когда Гад погнался за боевыми слонами, Дарион заманил их в ловушку, где солдаты под командованием Элама начали стрелять в слонов копьями с отравленными наконечниками. Большинство слонов погибло в результате нападения, и тогда Дарион бросился прямо на Гада. Он запрыгнул на своего слона и обезоружил его, но тут вмешался Джаз. Он вскакивает на слона верхом на лошади, вступает в схватку с Дарианом, а затем благополучно увозит принца. Фараон готовится выстрелить в него, но Арслан останавливает его. Гад и его армия бегут с поля боя после уничтожения боевых слонов, что означает победу Арслана и Раджа. В королевском дворце Синдху Гад ругает Джаза за то, что тот бросил его и сбежал с поля боя, говоря, что если бы он остался, то они бы все равно победили. Он проклинает Джаза и премьер-министр наконец понимает, что он выбрал не того принца, которому хотел служить. Однако больной король Синдху внезапно приходит в сознание, что вносит неожиданный поворот в эту историю. Гад немедленно идет к нему, чтобы доложить, что Радж напал на столицу, чтобы силой захватить трон. Он просит отца назначить его наследным принцем, чтобы положить конец этому конфликту, но старый король знает, что ни одному из его сыновей нельзя полностью доверять. Поэтому он объявляет, что его преемник будет выбран в поединке перед богами. Когда эта новость доходит до Раджа, он немедленно направляется к Арслану. Он говорит, что они могут назначить представителя, который будет сражаться от их имени на поединке, и он здесь, чтобы попросить Арслана послать Дариана сражаться от его имени. Арслан ошеломлен этой неожиданной просьбой, но он уверен, что Дариан никому не проиграет, поэтому решает послать его в качестве представителя Раджа. Когда Гап узнает об этом, он приходит в ярость от того, что его сводный брат выставляет парсийца на поединок, который решит судьбу Синдху. Поэтому он решает освободить Бахадура, самого хитрого из заключенных, томящихся в подземельях дворца, и сделать его своим представителем. На следующий день Арсалан и его отряд проезжают через столицу Синдху, не обращая внимания на злобные взгляды людей. Они прибывают на арену, где состоится поединок, и Радж представляет Арсалана своему отцу, прежде чем занять место рядом с ним. Вокруг арены разжигают костры, и барабаны начинают бить, когда Дарион выходит на арену. С другой стороны появляется Бахадур, раскидывая в стороны солдат, которые удерживают его с помощью цепей. Он рычит так громко, что сотрясается вся арена, а затем с силой вырывается из оков. Два воина выходят на арену, и решетки поднимаются. По сигналу короля начинается поединок, и Бахадур нападает на Дариона, отбрасывая его щит в сторону. Дарион уклоняется от атак противника, а затем наносит удар в грудь, но Бахадур лишь смеется, потому что рана неглубокая. Он заставляет Дариона обороняться, и внезапно его неудержимые атаки ломают меч Дариона пополам, и он едва не лишается головы от следующей атаки. Дариону удается увернуться от удара, но теперь он в невыгодном положении. Ему приходится прилагать все усилия, чтобы уклоняться от атак противника, и когда появляется возможность, он наносит удар сломанным мечом. Однако Бахадур просто отбрасывает его в сторону, и Дарион едва не падает в горящее пламя. Гигантский воин продолжает теснить Дариона, но как только он подталкивает его к краю арены, Дарион поджигает свой плащ и бросает его в лицо противнику. Воин в панике из-за огня и бросает свое оружие. И к тому времени, когда он, освободившись от огня, снова бросается на Дариена, он уже не так быстр. Дариен просто перехватывает один из его кулаков, который тот яростно замахивается, а затем выхватывает кинжал, который все это время прятал, и вонзает его в горло противника, мгновенно убивая его. Старый король объявляет Дариена победителем, а Раджа его наследником, но Гад не желает признавать исход поединка. Он направляет свой меч на отца и требует, чтобы тот немедленно передал ему трон. Радж встает на защиту отца, и оба принца вызывают своих стражников, и начинается битва. Мариса решает, что им не стоит вмешиваться, и они уходят, но солдаты Гада нападают на них.
Мариса и остальные сдерживают их, а Фара уводит Арсалана. Однако она отвлекается на других солдат, и один из них бросается на Арсалана, который остался без охраны. К счастью, в этот момент появляется Джесс и убивает нападавшего, а затем уводит принца в безопасное место. С другой стороны, Гад теряет терпение, потому что его стражники не могут схватить ни Раджа, ни короля. Премьер-министр не выдерживает и говорит Гаду, что тот должен признать поражение. Однако разъяренный Гад обвиняет его в том, что он предал его, перейдя на сторону Раджа, и убивает его. Эта сцена повергает всех в ужас, и обе стороны немедленно прекращают сражение. В этот момент Дарион кричит, требуя, чтобы все опустили оружие. Он напоминает им, что это был поединок перед лицом богов, и они должны принять его как божественную волю. Он бросает вызов любому, кто не согласен с решением, и все солдаты начинают скандировать его имя. Гад в отчаянии, его солдаты не подчиняются ему, и Радж приказывает своим людям арестовать его и увезти. В этот момент туда прибегает Джаз, чтобы увидеться со своим приемным отцом. Премьер-министр говорит ему, что это достойная смерть для человека, который служил не тому хозяину, и просит его не повторять ошибок Гада. Так он и умирает, а Джаз не может сдержать слез. Вскоре после этого умирает и старый король, и люди из дальних городов приезжают, чтобы проводить его в последний путь. Радж плачет на его похоронах, но Нарцисс понимает, что это всего лишь хорошо разыгранный спектакль. Позже Арсалан освобождает Джаза, которого держали в подземной тюрьме, и предлагает ему работать на него, так как у него больше нет хозяина. Прежде чем Джаз успевает ответить, Радж приходит к Арсалану и приглашает его на банкет, который состоится вечером. Оказывается, что банкет устроен в честь Гада. В Синдху перед казнью устраивают пир в честь члена королевской семьи. Гад, обливаясь потом, нервно пьет, а когда Радж подходит к нему, чтобы проверить, как он себя чувствует, падает на колени и просит прощения. Радж отказывается простить его и насмехается над тем жалким состоянием, в котором он оказался. В этот момент туда прибывает Арсалан со своей группой, и Гад понимает, что он причина всех его несчастий. Он решает убить Арсалана, прежде чем умрет сам, и бросается на него с осколком тарелки. Но в этот момент появляется орел Кичвалда и выклевывает Гаду глаз, заставляя его упасть на колени. Увидев это неприглядное зрелище, Ред решает ускорить казнь своего сводного брата, и тот обезглавливается на месте. На следующий день Радж навещает Арслана и спрашивает, собирается ли он на следующий день отправиться в Пешавар. Получив подтверждение, новый король Синдху решает отправить 3000 кавалеристов вместе с Арсаланом в качестве благодарности. Арсалан говорит, что ему нужно всего около 500 человек, но Радж настаивает и заставляет его принять его первоначальное предложение. Министры не в восторге от этого, но раз говорит, что он посылает 3000 солдат, чтобы уничтожить парсийских солдат изнутри. Министры шокированы тем, что он предал кого-то, кто так сильно помог ему, и Радж отвечает, что это поможет Арсалану в развитии его характера. Однако Джаз слышит все это. На следующий день Арсалан и его армия покидают Синдху вместе с 3 кавалеристами, которых дал Радж, но Джаз не присоединяется к ним. Ночью солдаты Синдху крадутся из своих палаток, чтобы напасть на силы парсов врасплох, и Радж тоже находится поблизости, чтобы увидеть это. Поскольку он видит многочисленные пожары в их лагере, он считает, что его войска хорошо справились со своей работой. Он отправляется вперед, чтобы захватить Арслана, но к своему удивлению обнаруживает, что его солдаты были схвачены, а он сам попал в ловушку. Дариан внезапно нападает на свою армию, и в свою очередь другие парсийские солдаты также присоединяются к действию. Радж пытается убежать, но путь ему преграждают Джи и Фара. Он бросает свое оружие, но как только Арслан подходит, он бросает в него спрятанный клинок, который Джаз парирует. Радж понимает, что здесь произошло, и Нерис подтверждает, что, услышав о его коварном плане, Джаз предупредил их об этом, поэтому они приняли меры предосторожности. Раджа схватили и привели к Арсалану и Нерису. Они говорят, что собираются взять его в плен и увезти в Париж на 2 года. Раджа думает, что это ненадолго, но Нарис объясняет, что они также сообщат врагам Синдху, что их король взят в плен. Раджа понимает, что при таком раскладе его королевство падет в течение 2 лет, и чтобы избежать этого, он подписывает договор о ненападении сроком на 3 года. После этого он уходит, а Джаз официально присягает на верность Арсалану, и они возвращаются в Пешавар. Тем временем в столице Парса Гису и Хильмусу удается каким-то образом прогнать кровожадного первосвященника и его рыцарей, но теперь они сами оказались в осаде в крепости, которая не позволяет им связаться с материком Лузитании. Гису просит Хильмуса возглавить армию и отвоевать крепость, а также убить Бадина, который в последнее время стал слишком дерзким и требовательным. Хильмус сомневается, стоит ли это делать, потому что знает, что Гису хочет, чтобы они с Баденом сражались насмерть и уничтожили друг друга. Однако генерал Сэм, который теперь перешел на их сторону, советует ему, что это их шанс собрать армию парсов. Победа над Баденом будет иметь решающее значение для восстановления Парса, и если они смогут сделать это сейчас, то заручатся поддержкой народа. Впечатленный его советом, Хильмус принимает задание, которое ему дал Гису. Он просит денег и разрешения собрать армию из парсов, и Гису охотно дает ему это. Через пару недель Хильмус собирает армию из 30 парсов.
По дороге они узнают, что одноглазый человек не дает рыцарям-храмовникам причинять вред невинным путникам, и Сэм сразу понимает, о ком идет речь. Он находит этого человека в пещере, и оказывается, что это Куберт, бывший генерал армии Пара, который ушел в отставку вместе со своими солдатами, узнав, что Андро бросил своих солдат. Теперь он живет свободно, наслаждаясь вином, женщинами и охотой на солдат из Лузитании. Сэм привлекает его на свою сторону, и они добираются до крепости, которая стоит на вершине горы, похожей на колонну. Так как проникнуть в крепость невозможно, Хелмс решает выманить солдат Лузитании, сжигая перед крепостью флаг Ярдры. Разъяренный Бодин посылает своих солдат, чтобы они уничтожили Хелмса. Лузитанские солдаты слепо бросаются вперед, а генералы следуют стратегии нападения и отступления. Лузитанские солдаты преследуют их, а Хелмс и Куберт нападают с флангов. Битва продолжается до позднего вечера, и, потерпев поражение, солдаты Лузитании отступают в крепость и закрывают ворота. Тем временем Хелмс и его люди собираются, чтобы обсудить план, и Куберт наконец-то видит сына бывшего короля. Он прямо спрашивает Хелмса, что побудило его стать королем, и тот отвечает, что хочет вернуть свои права и принести мир в Парс. Куберт собирается сказать, что это он привел Лузитанию в Парс. Но Занде, который выжил после падения и присоединился к войскам, приходит в ярость. Куберт приходит к выводу, что он не может служить Хелмсу, и уходит. Его превосходительство разрешает это и просит Сэма вознаградить его за то, что он продолжит. Вернувшись в Пешор, Арсалан подписал два очень важных документа, которые навсегда изменят будущее Парса. Первый из них – это обещание уничтожить Лузитанию, для чего он призывает всех парсов объединиться в Пешаваре под его руководством. Второй – это обещание отменить рабство после того, как он станет королем. Вскоре после этого многочисленные лорды со всего Парса прибывают в Пешавар, чтобы поклясться в верности Арслану и уничтожить Лузитанию. Однако они также сталкиваются с некоторыми проблемами, поскольку в Пешаваре собирается больше солдат, чем может выдержать крепость. Один из молодых и чрезмерно усердных дворян подходит ночью к комнате Арселина и ввязывается в драку с Джазом, который сейчас исполняет обязанности охранника принца. Солдат бросает несколько оскорблений в адрес Джаза, который начинает злиться. Двое мужчин собираются подраться, но Кичвальд появляется как раз вовремя и заставляет их остановиться. Новость вскоре достигает ушей Арсалана, и он бежит в комнату, где находятся Дариан и Нарса, чтобы узнать об этом. Нарса объясняет, что многие люди считают, что люди из ближайшего окружения Арсалана недостаточно надежны, потому что у них нет необходимой родословной. Чтобы решить эту проблему, стратег предлагает Арсалану временно понизить его в должности. Он считает, что пока у него есть право командовать армией, будет хорошо, если они передадут его должность главного советника лорду Люциану, которого все уважают. Арсалан потрясен этим советом, но Нарсис говорит ему, что это его бремя как лидера. Вскоре они созывают военное совещание с участием Люциана и Кишвальда, а также членов внутреннего круга. Нарсус рассказывает Люсьену о Хелмсе, сыне бывшего короля. Он заявляет, что несмотря на то, что Хелмс имеет право на престол, он встал на сторону Лузитании и причинил вред народу Парса, поэтому он не должен стать королем. Люсьен понимает это и решает поддержать Арсалана в его борьбе против Лузитании и Хелмса. Однако Арсалан, похоже, совсем пал духом. Он вспоминает слухи о том, что Андро убил своего брата, чтобы взойти на престол, и поэтому он не может винить своего кузена в том, что тот жаждет мести. Марс говорит, что у них нет доказательств правдивости этих слухов, и что они должны продолжать бороться с человеком, который принес разрушение в их страну. Он спрашивает Арсалана, готов ли он стать королем, и тот, поколебавшись, отвечает, что сначала он хочет освободить Парс, а потом разберется с Хелмсом. Тем временем Хелмс и его люди успешно проникли в крепость. Баден уже покинул крепость и сбежал, а Хелмс убивает всех рыцарей, которые отказались сдаться. Между тем Эциа тоже отправился в Пешавар, чтобы разведать обстановку, потому что хочет отличиться сегодня ночью. Он переодевается девушкой и входит в крепость, разнося вино веселящимся солдатам. Затем он слышит, что многие люди возмущены политикой Арселина по освобождению рабов. Изиола это удивляет, и он разочарован солдатами Парса, которые ведут себя так, будто уже выиграли войну. Он выходит из крепости, чтобы выплеснуть свое разочарование, но пьяный солдат, который приставал к нему раньше, снова пытается его соблазнить. Ишул в ярости сбивает его с ног, и Арсалан видит это, проходя мимо. Он проверяет, как там солдат, который совершенно спокоен, и помогает Ишулу выбраться из крепости, не догадываясь, кто он на самом деле. Они разговаривают на мосту у ворот, и Арслан рассказывает, что давным-давно он встретил мальчика-раба из Лузитании, который открыл ему глаза на то, что за пределами Парса существует целый мир, о котором он ничего не знал. Во время своих странствий он видел и хорошее, и плохое в Парсе, и теперь он хочет внести свой вклад в войну и сделать мир лучше. Эциа говорит ему, что улучшать страну – это работа короля, но неважно, какого ты рода, если ты хочешь изменить мир. Его слова дают Арселу ответ, который он так долго искал. Затем он выводит Эшола из крепости и прячет его в повозке, чтобы тот смог сбежать позже. Вернувшись в крепость, Арслан встречается со своими верными друзьями и сообщает им, что он не собирается отказываться от своего права на трон в пользу Хельма.
Он заявляет, что хотя его кузен, возможно, больше подходит на роль короля, он хочет сделать Парс лучше, став его правителем. Все присутствующие поддерживают его. Вскоре начинаются приготовления к походу на столицу, и Нарсис и Дарион застают толстого дворянина за тем, что он снова затевает ссору с Джазом, потому что его не устраивает то, что он находится в тылу армии. Джаз говорит ему, что нужно поговорить об этом с Нарсисом, потому что дворянин слишком зол. Однако Нарцисс разряжает обстановку, спев песню, и дает Нарсису время вмешаться и уладить ситуацию. Однако перед отъездом благородный граф произнес проклятие, сказав, что вокруг принца слишком много ненадежных людей. Ночью он ввязался в драку с младшим братом генерала Шейпера, которого он сам же и освободил от страданий. Он не только оскорбил его, но и избил того толстого аристократа, который был с ним. В этот момент фараон бросил в них кинжал и приказал прекратить драку на глазах у Арслана. Арслан и Дарион прибыли на место происшествия, и Дарион ударил кулаком по лицу того, кто оскорблял аристократов. Граф ответил ему, и в результате Арслан немедленно выслал его из страны. Граф принял это, сказав, что он все равно не собирался служить при его дворе. Однако все это было подстроено Нарсисом, и Кив был в курсе. Они хотели, чтобы Арслан выслал его, чтобы успокоить лордов, и даже после того, как его выслали из страны, музыкант отправился на поиски одного человека. Тем временем Нарсис объясняет свою стратегию всем лордам и генералам. Он заявляет, что им нужно захватить крепость Святого Эммануила, которая находится на территории Лузитании, и использовать ее как базу для возвращения в столицу. Местность там сложная, но лорд крепости не очень хорошо разбирается в военном деле, и Нарсис планирует воспользоваться этим. По пути есть еще одна крепость, и молодые аристократы вызвались захватить ее, но Нарсис сказал, что они не собираются сражаться там. Чтобы не вызвать недовольства, Арслан сказал аристократам, что ему не хотелось бы терять своих людей в битве, в которой нет необходимости, и попросил их отступить. Но на следующий день трое молодых лордов, увлекшись погоней, опережают основные войска. Они обнаруживают, что их поджидают солдаты Лузитании, и без разведки бросаются в бой. Они попадают в ловушку и оказываются полностью отрезанными от основных сил. Арслан узнает об этом вечером и немедленно приказывает армии остановиться и организовать поиски. Марсис уже отправил Элама и Альфреда на задание, но они возвращаются ни с чем, потому что местность была слишком пересеченной, а на небе не было луны. Все в отчаянии, но тут Арслан слышит звуки свирели, доносящиеся откуда-то неподалеку, и понимает, что Джи нашел отставших солдат. Тем временем трое знатных господ и их солдаты окружены со всех сторон врагами. Они готовы отдать свои жизни, чтобы Арслан не останавливался, но тут неожиданно появляется персидская армия. Вместе с персами знатным господам удается победить солдат Лузитании, и они преклоняют колени перед Арсланом, чтобы извиниться. Они спрашивают его, почему он не бросил их и не продолжил путь. И Арслан отвечает, что даже эти жертвы необходимы в битве, и он хочет, чтобы выжило как можно больше людей. С другой стороны, Джи собирается уходить, когда его находит Фара. Она не пытается остановить его, но передает ему послание Арселина, извиняясь за то, что он стал героем их спектакля. В ответ Ева просто поет ему песню и просит ее спеть, когда она будет скучать по нему, и с этими словами он уходит. Вернувшись в столицу, Гис узнает, что Арслан ведет за собой армию численностью около 50 солдат, но его подчиненные считают, что это число может быть завышено. Они думают, что Арслан ведет за собой всего 30 солдат, но Гис приказывает собрать армию численностью 100 солдат, чтобы полностью разгромить их. Солдаты считают, что это слишком много, но в этот момент туда прибывает Хиллс и соглашается с Гизом. Он просит у него взаймы 70 солдат, и вместе с 30 солдатами, которые находятся под его командованием, они уничтожат Арслана. Гиз соглашается, но предупреждает, что одалживает ему солдат только на время войны и хочет получить их обратно после ее окончания. После этого Гиз навещает Эндрю и говорит ему, что собирается выступить против его сына. Эндрю только смеется над ним, говоря, что он зря надеется на победу. Он говорит, что все, что он сделал, было предсказано пророчеством, и он сам делает то же самое, не осознавая этого. Хиллс приходит в ярость, но решает оставить его в живых еще ненадолго. Тем временем Элам и Альфред проникают в таверну и узнают, что враг приближается к ним с армией численностью 100 солдат. Они также узнают, что генерал по имени Сэм теперь работает на Хилла, и передают эту новость Арслану, который удивляется, как такой преданный человек мог перейти на другую сторону. В любом случае, они начинают готовиться к войне. Арслан тренируется с Дариеном, но тот легко его обезоруживает. Однако, видя, с каким любопытством за ними наблюдают солдаты, он придумывает план. Он поручает опытным воинам обучить новичков обращению с оружием. С другой стороны, граф Барка, правитель форта Эммануил, оказывается отцом Эсола. Он позволяет ему со своей армией войти в форт, и Эсол не очень-то рад этому. Однако Барка говорит ему, что таков приказ короля, и они собираются со всей силой обрушиться на армию Арсалана в предстоящем сражении. На следующий день Арсалан и его войско также подходят к форту Эммануил. Начинается война, и пешие солдаты Парана атакуют крепость, а солдаты Лузитании пытаются их сдержать.
Командиры персидской армии с тревогой замечают Сэма в рядах противника, и это немного подрывает их боевой дух. Однако сражение продолжается, и через несколько часов ворота крепости открываются, когда Занде ведет кавалерию в атаку на уставших солдат Парана. Пешие солдаты отступают, увидев его, но они не могут уйти далеко, не будучи уничтоженными. Дериен наблюдает за этим с расстояния и решает присоединиться к битве. Он ведет кавалерию вперед, и вместе с молодыми лордами и Джасом они начинают теснить вражескую кавалерию. В это время Кишвальд проникает в канализацию, где находится небольшая группа солдат, чтобы открыть ворота изнутри, но он видит, что Сэм защищает проход. Они вступают в бой на мечах, и Кишвальд упрекает Сэма за то, что тот служит человеку, который привел врагов в их столицу, чтобы отомстить. В разгар этого хаоса никто еще не заметил, что генерал Куберн тоже вступил в бой. Ты можешь не любить никого из принцев, но он ненавидит лузитанцев, и это единственная причина, по которой он устраивает беспорядки на поле боя. Между тем, Эциол тоже сражается на передовой как религиозный фанатик. Он впервые убивает врага, и это потрясает его, но вскоре на него нападает отряд парсийских солдат, и он падает с лошади. Внезапно он замечает Элама на скале и вспоминает, что тот был в столице, поэтому он следует за ним. С другой стороны, Ксандер направляется прямо к шатру Арсалана, чтобы напасть на него, но разрушив шатер, он обнаруживает, что это была лишь приманка. Его солдаты оказываются в ловушке, и парсийские войска осыпают их стрелами и забрасывают камнями. Ксандер убегает, но видит, что его поджидает Дарион. Они возобновляют прерванный бой, и Дариону удается пронзить сердце Ксандера. Однако из темноты появляется маг и стреляет в Дариона, который вовремя успевает отразить его стрелу. Маг тут же исчезает, забрав с собой Ксандера. С другой стороны, Ициол следует за Эламом и вместе с несколькими солдатами прибывает в настоящий лагерь парсийских войск. Он врывается в шатер Арсалана, чтобы найти наследного принца, и с удивлением видит там Арслана. Он ничего не понимает, поэтому Арслан подходит к нему и представляется наследным принцем Парса. Ициол приходит в ярость и обвиняет Арслана в том, что тот все это время обманывал его. Он пытается ударить Арслана ножом, но вмешивается Элон и спасает принца. В этот момент туда прибывают Дарион и другие, убивают спутников Ициола и загоняют его в угол. Эциолан приказывает ему сдаться, но Этиоль бросает лампу, чтобы устроить пожар, и, воспользовавшись суматохой, сбегает. Альфред готовится последовать за ним, а Нарсис советует ей не спускать глаз с мальчика, потому что он, должно быть, проник сюда через какой-то потайной ход. Тем временем в лагере Арсалан благодарит Элама и приказывает оказать ему помощь. Ночью Дарион возвращается в лагерь, и Арсалан говорит ему, что теперь он сам лично примет участие в сражении. Он заявляет, что поскольку силы их равны, его долг как командира сражаться вместе со своими людьми и поднять их боевой дух. На следующее утро Альфреда тоже находит способ проникнуть в крепость и посылает сообщение Нарсису, сообщая ему, что скоро откроет ворота. Арсалан выходит перед строем своих солдат, чтобы подбодрить их, а затем приказывает им атаковать. Сражение начинается снова, но на этот раз Альфред и ее солдаты уже внутри крепости. Они нападают на солдат Лузитании, стоящих на стене, и открывают ворота, позволяя основным силам ворваться внутрь под предводительством Дариена. Дариен и Кишвальд атакуют вражескую кавалерию, а остальные воины сражаются с другими солдатами. Внезапно несколько солдат Лузитании нападают на Арсалана сзади. К счастью, Куберт успевает вовремя и не дает солдатам Лузитании добраться до принца. Арсалан потрясен, увидев его, и Куберт говорит ему, что он должен доказать, что достоин стать королем. Он начинает теснить врагов, и, воспользовавшись этим, Арсалан и остальные врываются в главную крепость. Они видят, что Сэм забаррикадировал вход копьями, поэтому они спешиваются и вступают в бой с врагом. Арсалан и Дарион идут вперед, а Нарсес сражается с Сэмом, но внутри форта их встречают лузитанские лучники, которые постоянно обстреливают их. Фараона не пугают стрелы, она заявляет, что по воле ее бога стрелы этих жестоких людей не причинят ей вреда. Ее слова оказываются правдой, и ни одна стрела не попадает в нее, в то время как она легко расправляется с врагами. Воспользовавшись этим, Арсалан и Дарион бросаются вперед и достигают комнаты, где их ждет Хелмс вместе с графом Баркой. Дарион готов сразиться с ним, но Арсалан хочет сначала поговорить со своим двоюродным братом. Хелмс снимает маску и говорит, что им не о чем разговаривать, и заявляет, что убьет его и займет трон Парса. Арсалан пытается убедить его, что у них один и тот же враг, но Хелмс непреклонен и тоже хочет убить его, поэтому Дарион решает сразиться с ним. Они скрещивают мечи и выпадают из окна, цепляясь за крепкие лианы, чтобы спуститься на землю. Оба они почти равны по силе и мастерству, поэтому их поединок ожесточенный, и никто не может одержать верх больше, чем на несколько секунд. Они пытаются сбить противника с ног, но никто из них не может одержать верх. В конце концов они решают закончить бой и бросаются друг на друга на полной скорости. Они наносят друг другу удары, получая серьезные ранения, но Дарион падает на землю. Однако Хелмс отказывается его убивать,
потому что хочет, чтобы он сдался, прежде чем умрет. Он призывает темных магов, которые управляют им из тени, и они уводят его, потому что он слишком слаб, чтобы продолжать сражаться. Тем временем парсийская армия одерживает победу в битве, а солдаты из Лузитании попадают в плен. Кишвальд приказывает своим солдатам никого не убивать и не грабить дома, потому что они из цивилизованной страны. Однако благочестивые женщины форта начинают одна за другой прыгать с высокой башни. Арслан, увидев это, приходит в ужас и просит графа Барку не дать им бессмысленно умереть, потому что им не причинят вреда. Однако старый граф лишь благодарит Арслана за его доброту. Он достает кинжал и говорит, что это путь веры Ярд, и они скорее покончат с собой, чем будут жить в плену у язычников. Арслан пытается остановить старика, но это бесполезно, и тот закалывает себя кинжалом и падает с балкона. Ишиба появляется там в последний момент и видит, как Арслан держит окровавленный кинжал, а граф Барка, человек, который его вырастил, падает замертво. Он думает, что это сделал Арслан, и в гневе нападает на него. Арслан пытается отразить его удары, объясняя, что это недоразумение. Он отталкивает Ишола, и с его головы падает шлем, открывая длинные распущенные волосы. Арслан потрясен, узнав, что девушка, которую он видел в Пешаваре в тот день, была Ишолом. Он пытается сказать ему, что граф покончил с собой, но Ишол ему не верит и продолжает нападать на него. Ему удается повалить Арслана на землю и уже собирается прикончить его, когда стрела Фараха преграждает ему путь. Фара и другие солдаты прибывают на место, чтобы спасти Арслана, и быстро связывают Этиола, который может только сыпать проклятиями в их адрес. После этого Арслан бежит в сад и находит там раненого Дариана. Дариан извиняется за то, что не смог прикончить Хелмса, но Арслан говорит, что это не важно, потому что они выиграли битву. В это время парсийские солдаты следят за жителями форта, которые сдались в плен, и оказывают помощь раненым с обеих сторон. Джас лечит Дариена, а Кишвальд тоже приходит его проведать. Он удивлен, услышав, что есть человек, который смог победить величайшего воина Парса. И Дариан говорит, что Хелмс оставил его в живых только потому, что не удовлетворен своей маленькой победой. Позже Арслан идет навестить Этель, которую держат в тюрьме. Оказывается, что она все это время была девушкой и только притворялась мальчиком, чтобы стать рыцарем. Она узнала от Барки, что он покончил с собой, поэтому теперь не испытывает враждебности к Арслану. Арслан предлагает ей немного еды, говоря, что она помогает врагу, сокращая его запасы. Пока она ест, Арслан просит ее рассказать свою историю. Этиол говорит, что ее усыновили в семью рыцарей, и она решила стать мальчиком, чтобы стать их сыном. Они хорошо ладили, но потом Арслан переводит разговор на войну и религию, и Этиол не может слышать ничего плохого о своей религии. В любом случае Арслан поручает ей помолиться за погибших солдат Лузитании и прежде чем уйти, освобождает ее из тюрьмы. На следующий день Фара возносит молитву за павших солдат Парсии, и Эшол призывает сделать то же самое за солдат Лузитании. Вскоре после этого армия Парсии сжигает форт, потому что они не могут оставить здесь солдат и не могут допустить, чтобы форт попал в руки врага. Они забирают с собой раненых солдат Лузитании, и Этиоль пытается оказать им медицинскую помощь, но у нее это плохо получается, поэтому Элам решает научить ее, как это делать правильно. Изоль вскоре посвящает себя уходу за больными и ранеными солдатами Лузитании, время от времени получая ценные уроки от Фары и других.